сейчас буду сшивать плечевые. И потом буду вязать рукавчик. Такая пройма. Рукав я набирала 30 петель. Самым обычным способом поднимала из вот этой проймы петли. И у меня круговыми рядами я вязала по кругу нужную мне длину. В конце у меня здесь резинка. Резинка у меня 1 на 1. Здесь я уменьшила с 30 петель, сделала 18 петель. 15 мне показалось мало. Я уменьшила до 18 петель. И также вяжу второй рукав. Довязываю второй рукавчик. Все то же самое. И затем буду вшивать замочек. И здесь у меня будет замочек. Замок буду вшивать в самую последнюю очередь. Девочки, вот я провязала уже до того момента, когда мне необходимо вязать воротничок вот этот. Значит, буду вязать, он у нас вот здесь будет замочек, он у нас будет состоять, вот смотрите, я нарисовала уже схему, я буду набирать сейчас петли из вот этой вот части, спинка, и до вот этой части. Получается, не буду добирать немножко с одной стороны и с другой по полочкам. Мы потом будем добавлять петли, чтобы у нас вышел такой воротничок. Вот такой вот. Набираем петли из изделия. Я начинаю вот из этой точки. Сейчас я сделаю маркерами, отмечу с двух сторон, до какой точки буду набирать петли. Вот для себя я отмерила. У меня вот с двух сторон маркеры. И я начинаю вот так с левой стороны набирать петли. Немножко ниточки оставляю. И с вот этой кромочной поднимаю петли. Спицы я взяла 2,5 миллиметра. Можно взять и двоечку. Я хочу, чтобы такой плотненький был воротничок. Если вы хотите, чтобы он был более такой объемный, то спицы берите толще. Все основное изделие я вязала спицами 8 миллиметров. Можно брать 10 миллиметров. А воротничок уже взяла поменьше, чтобы он был таким плотненьким.
Все, я дошла до маркера. Вышло у меня 37 петель от маркера до маркера, 37 петель. Здесь по полочке до плечевого шва у меня 6 петель. Я для себя отметила с одной и с другой стороны. По спинке 25 петель набрано. Все, теперь, значит, закончили мы набирать и оказались на изнаночной стороне. Теперь мы вяжем резиночку 1 на 1 до конца ряда, то есть до нашего маркера. И провязываем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так вяжем до нашего маркера. Эти нитки букле очень хороши тем, что не видно всяких погрешностей при вязке. Но единственное, что когда вот вы вяжете лицевая и изнаночная, то поначалу не слишком видно, где у вас лицевая, где изнаночная. Надо присматриваться. Тут внимательно. Ну, дальше будет рисунок уже вырисовываться, узор. А пока на начальном этапе, то необходимо смотреть. Значит, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Довязываю до конца ряда. Изнаночная у меня. Вот, довязала я до конца ряда. И теперь вот отсюда, из того, что мы оставляли, то есть из вот этих вот, из вот этой части, мы будем добирать 2 петли. То есть это моя изнаночная сторона. И я отсюда буду добирать 2 петли. Одна петля. И вторая петля. И для себя я отмечу, что я добавила 2 петли с этой стороны. Разворачиваем изделие. Теперь у меня лицевая сторона. И вяжем в обратном направлении до конца ряда нашу резиночку 1 на 1. Но уже смотрим по узору. Значит, как мы заканчивали, вот у меня лицевая, изнаночная, лицевая, значит, это изнаночная, это лицевая. Первую снимаю. Тут внимательно смотреть, чтобы узор совпал. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Значит, начинаю с изнаночной. Дальше лицевая, изнаночная. И так вяжем до конца ряда. У вас количество петель может быть другим. Вы смотрите по своим размерам. Кто-то вяжет ребенку, кто-то вяжет на взрослого. Воротник может быть разный. Все зависит от ваших спиц, от ваших нитей, от того, сколько петель вы подняли. Но приблизительно схема одна и та же. Вы просто добавляете нужное количество петель в конце ряда, и у вас происходит такой росток. Увеличивается у вас количество петель и образуется такая форма воротничка. Здесь сужение, а дальше будет по спинке широкая. Довязываю я до конца ряда. Вот мой маркер. И это мой лицевой ряд. Я здесь тоже добавляю 2 петли. Вытягиваю 2 петелечки. Раз. И 2.
Вытянула, разворачиваю изделие. Для себя здесь отмечаю, что я добавила 2 петли. И иду в обратном направлении, смотрю по своему вязанию, на чем я закончила. Смотрю лицевая, изнаночная, значит лицевая, изнаночная. Первую снимаю, сняли, и дальше по узору вяжу до конца ряда. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Последняя у меня изнаночная. И здесь я добираю изнаночными 3 петли, получается, в изнаночном ряду. Буду поднимать еще 3 петли. Раз, два, три петли. Для себя запишу, что я здесь добавила 3 петли. Разворачиваю изделие. У меня лицевая сторона. Продолжаю вязать в обратном направлении. Смотрю по узору. Я думаю, принцип понятен. Будем так поднимать до тех пор, пока не дойдем до конца до конца полочки. Так, первую я сняла. Дальше смотрю. Лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая. Лицевая. Довязываю, и последняя у меня лицевая. И здесь добавляю также плюс 3 петли. Для себя отмечаю, что добавила с этой стороны 3 петли. Значит, вот еще не остается, видите, чуть-чуть. Разворачиваю изделие. Вяжем в обратном направлении. Это у меня уже изнаночный ряд. Так, смотрим, что у нас тут. Лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка, лицевая, изнанка. Первая у меня лицевая. Дальше изнанка, лицевая. То есть мы добавили, у меня было 37 петель набрано. Мы добавили с каждой стороны по 5 петель уже. Сначала добавляли в первом ряду 2 петли, вернулась, добавила с этой стороны 2 петли, вернулась, добавила 3 петли, вернулась, добавила 3 петли. Сейчас вяжу в обратном направлении и будем смотреть, сколько добавлять. Кто-то по 3, кто-то по 4. Вы смотрите, какая высота у вас еще должна быть воротника. Может быть, вам необходимо больше добавлять. Вы уже смотрите по изделию, как лучше. По 3 петли добавить еще с каждой стороны, или по 2 добавлять постепенно, чтобы увеличить сзади воротник. Это уже индивидуально, каждый решает. Довязали до конца, добавляем 3 петли. 3 петли, разворачиваем изделие.
Довязываю до конца ряда и также добавляю 3 петли. И записываю себе, что добавила еще 3 петли с этой стороны. И вот у меня остается совсем немножко с этой стороны. И также вот немножко с этой, ну где-то на 2 петли. Буду добавлять уже 2 петли в конце. Сейчас разворачиваем изделие и вяжем в обратном направлении. Такой воротничок выходит. Это изнаночный ряд. Смотрим по рисунку, как у нас идет. И последняя изнаночная. И поднимаю еще последние 2 петли. Две петли подняла, записываю и вяжу в обратном направлении. Довязала до конца ряда и поднимаю последние 2 петли. Все, подняла последние 2 петли, разворачиваю изделие и провязываю еще один ряд, а потом буду закрывать петли. Итого у меня получилось 4 прибавки с каждой стороны по 10 петель. С одной стороны я добавляла 2, потом 3, 3, 2 и также с другой стороны. Провязываю последний ряд, лицевая, изнаночная. У вас может быть больше прибавок. Если воротник у вас больше или вы прибавляете меньше петель, не по 3, а по 2, то может быть у вас еще один ряд будет прибавок. Последняя петля изнаночная. Все. Сейчас покажу вам воротничок. Это уже можно снять. Сейчас вечер, у меня лампа включена. Ну, я вам еще при дневном свете покажу. Уже завтра сниму полностью. Вот такой воротник мы с вами связали. Вот видите, здесь мы добавляли, и у нас здесь узко, и дальше идет на расширение, и здесь уже по спинке широкий. Тоже он очень аккуратный. Сейчас будем закрывать петли удобным для вас способом, любым, каким вам нравится, таким вы можете закрывать. Это ниточку наизнанку. И здесь замочек вшивается до вот этой части. Такой выходит воротник, тоже очень аккуратный.